Так, давайте на примере этого же замка. Всем привет еще раз. Замок хоть и маленького уровня, но мощь провинции уже доступна. Что такое мощь провинции или по-другому СВС? Это еженедельные события. Каждый день там разное задание. То есть у нас получается, заходим в отборочную мощнейшей провинции. И вот у нас первый день идет сбор ресурсов, потом идет улучшение зданий, исследование технологий, развитие героя. Пятый день вот сейчас у нас идет тренировка войск. Шестой еще не началось, и седьмой. Во время разминки у вас есть выбор. То есть во время разминки вот у меня выбран сбор ресурсов. То есть во время разминки вы можете выбирать, что вам делать в субботу, или развивать героя, или тренировать войска, или исследовать технологии, или улучшение зданий, или сбор ресурсов. И в воскресенье то же самое выбираете, примерно. Я выбираю сбор ресурсов. Это в неделю разминки, потому что самое выгодное, если вы, к примеру, только начинаете, отправили войска на плитки, они накопали, принесли вам очки. Соответственно, провинция. Ну, мы этому штату проигрываем. Еще раз вот сначала покажу, как это выбирать. События. Геройская доля не нужна. Отборочные мощнейшие провинции. И вот здесь вот. И здесь будет выбрать. Обычно, когда не выбрано, вот этот восклицательный значок, он мигает таким золотистым цветом. Нажимаете, и здесь будет тоже подмигивать, что выбрать. Когда идет неделя не отборочных, не разминочная, выбирать можно только события на воскресенье, в субботу, потому что идет резня. Ну, по идее, суббота и воскресенье идет резня. Вот. Что такое резня? Либо СВС, это когда открываются границы между штатами, и вы свободно можете перелететь либо за кристаллы, либо с продвинутым телепортом в чужую провинцию, с которой идет событие. Вот, к примеру, у нас 345 штат, если бы сейчас был бы СВС, а не отборочный, я бы завтра мог спокойно туда полететь к ним и атаковать любые их замки, и получая за убийство вражеских солдат очки. Сегодня у нас тренировка войск. Ну, на этом замке понятно, что мало ускорителей, мало ресурсов, поэтому всего один ящик. Если вы состоите в альянсе, вы еще получаете ящик альянса. Вот. Наши ребята сегодня все вместе собирали 89 миллионов почти очков на тренировке войск. Получили вот эту вот медаль, кучу ресурсов небольшую. Я получил, получается, самоцветы, ускорители. Второй ящик у нас дает уже продвинутый телепорт, медали за отвагу, которые нужны для усиления мощи провинции, хвалы науки. Для того, чтобы получать более высокие награды. Третий уже дает самоцветы, больше золота, тут уже медали и жетоны. За жетоны можно брать фрагменты героев, либо те же медали за отвагу, ну и разные вещи. Свиток супернайма, сундуки с кусками на шмот, ресурсы, ускорители. Вообще, как бы стараться надо брать 3 ящика, но не во всех событиях, если вы не донатите, если у вас там не накоплено куча ускорителей, куча ресурсов не насобрано, постоянно вы брать не сможете. К примеру, чтобы 3 ящика взять даже на этом уровне, нужно ускорителей, там что-то более 100 часов ускорителей.
Посмотрим даже, сколько на тренировке. 1 час. Надо, по идее, 100 часов. Вот. Так. Что еще по мощи можно сказать? Завтра, получается, у нас будет... Мы будем собирать ресурсы. Кто-то будет там героев в себе развивать. По поводу того, как складываются очки. К примеру, я сейчас делаю солдата 3-го уровня максимум. То есть, получается, за одного солдата мы получаем 50 очков. Сейчас мы посчитаем. К примеру, у нас уже 632 тысячи. Так, 2 миллиона минус 632 тысячи равно 1 368 нам нужно до второго ящика. Делим на 50. Нам нужно 27 360 солдат. Коней. Открываем. Ускорить. Смотрим, сколько мы на моем уровне можем делать. Ну вот, 25 тысяч очков я получил всего. 25 тысяч. То есть я могу делать 500. 27 тысяч 760 делим на 500. То есть получается, мне нужно 54 раза заправить ипподром. 54, ну 55, давайте, грубо говоря, 55. То есть мне нужно ускорители 55 часов. Так, 55 и 6 минут. Ну, грубо говоря, нужно 60 часов ускорителей. Смотрим, сколько у меня. 1. Все. Максимум я могу 3 раза сделать. Раз я получаю по 25 тысяч, это 75 тысяч всего. То есть второй ящик я никак не возьму. Получается, заходим в отборочные, смотрим очки. Грубо говоря, вот 3-й уровень, 50 очков. Считаем. 2 миллиона. 2 миллиона. Делим на 50. Равно. Делим еще на 500, которых мы солдат делаем. 80 раз заправить. И по 1 часу это у нас. То есть 80 часов. Ну, учитывая, что там этот, ну, где-то 94-95 часов будет, то есть ускорителей. Вот. Это вот на данном этапе, на данном уровне. Это по солдатам. Если повысить на 1 уровень, то 25 очков. Ну, соответственно, чем выше уровень солдата, тем на основе я делаю Т7, поэтому там идет 200. И то я немножко заступил. И сегодня взял только 2 сундука. Но это не важно. Дальше. Как можно увеличить получение количества очков мощи? Вот этот бонус, он у нас попадает в рюкзак. Так. Вот он. Его можно либо использовать, либо обменять. Чтобы обменять на 100%, нужно 4 таких. В некоторых случаях он не выгоден. Обмен. Почему? Потому что вы используете
4 для обмена на 100%. При активации вот этого бафа, его можно бафнуть вот через усиление. Вот он. При использовании у вас 30 минут действует увеличение получаемых очков на 50. То есть, грубо говоря, мы сейчас получаем 50 плюс 50%, то есть это 75 очков за 75 очков мы получим. 75 очков. То есть, ну, грубо говоря, получается, мы активировали баф, посчитали, что у нас есть ресурсы, есть ускорители, применили баф, делим уже не на 50, а на 75, делим это на 500. Вот, вместо 80 нам нужно уже 54 часа, чтобы получить хотя бы 2 ящика. На 4 ящика там, по-моему, будет 5 миллионов. Ой, на 4 говорю, на 3. Далее. Так. Что еще помогает увеличить очки по провинции? У меня вот институт еще не 8 уровень. Какого у меня уровня? Второй всего лишь. Давайте поставим улучшать. Он все равно нам нужен. То есть получается прокачивать хвалу. Именно вот эту конфликт провинции, на него медали не стоит тратить. Смысла от него особо пока нету. Потому что хвалу в первую очередь нужно выкачивать, потом уже переходить на конфликт. Там получается первые две науки это на добычу ресурсов и на увеличение скорости и на получение дополнительных ресурсов при добыче. Их нужно обе апнуть на 10 уровень, то есть получается это 20 науки выучить. И после этого вы откроете награды 4-6 уровня. 4-6 уровень, это у нас получается, мы уже будем получать не 3 ящика, а 6. Вот. Соответственно, дальше там уже идем дальше. Ну, это уже, конечно, было показывать на прокачанном аккаунте, ну ладно. То есть вот. Всегда смотрим события. Ага. Подготовить солдат. Завтра, к примеру, ресурс. Какой ресурс выгоднее качать? Ну, добывать. Это железо. Потому что железо у нас дает 4 единицы. 1 единица железа это 4 очка мощи. Мрамор 3. Дерево и еда по 2. Там еще, по-моему, за покупку самоцветов дают и за трату VIP очков. Но VIP очки это если у вас стоит VIP магазин, а VIP магазин он ставится на 20. На 20 уровне, по-моему, или на 21, на 21, по-моему, уровне замка. И то его нужно открывать его только за донат. Вот. Если вы не донатите, то VIP магазины и VIP очки, смысла вам от них нету. Ну, сейчас не о них. Давайте тогда. Получается, к примеру, у нас здесь 2 миллиона. Ну, при добыче ресурсов, по-моему, одинаковое количество. Если вот у меня замок останется 12 уровня, вот, надо будет тоже 2 миллиона. Ну, грубо говоря, 2 миллиона делим на 4.
Нам нужно 500 тысяч железа, чтобы получить 2 миллиона очков. Если, к примеру, баф, то 2 миллиона делим уже на 6. Получаем 333 тысячи вместо 500. Но опять же, при добыче ресурсов баф нужен, вот, к примеру, если мы тренируем войска, то есть мы активировали и пошли тренировать войска. То есть у нас они, к примеру, созданы, мы их забрали, после этого мы берем ускорители и с помощью ускорителей ускоряем их. То при добыче ресурсов делаем следующим образом. Тут еще есть один маленький баф. К примеру, отправили войска на добычу. Вот. Войска у нас добывают. Всадницу соберем сразу. То есть мы отправляем войска на добычу. Отправили, вот у нас легионы собирают. Они у нас насобирали определенное количество. После этого мы берем, заходим в усиление, нажимаем множитель очков, применяем его. После этого берем бонус скорости сбора. Его можно получить либо в наградах в заданиях, либо можно его приобрести в магазине Альянса. Получается, за 120 тысяч взносов у меня вот 1800 осталось. Я ускоритель, потому что купил здесь. 120 тысяч взносов надо. Получается, этот баф дается на 24 часа, и он сокращает на 50% скорость, время добычи. То есть, грубо говоря, у меня сейчас будет копать 3 часа 40 минут. При применении этого бафа время сократилось бы в 2 раза. То есть, грубо говоря, вот за 4 часа он там накопает 100 тысяч древесины, да? Применяем этот баф, и у нас получается, он собирает уже эти 100 тысяч за 2 часа. Немножко запутал, наверное, вас. По-другому немножко объяснить. То есть, войска у нас добывают. И перед отзывом сплитки мы делаем, активируем множитель. После этого активируем бонус сбора. Если войска, к примеру, у нас там времени оставалось немного, система посчитает, сколько времени. И если уже они дособирали, получается, они пойдут сразу же домой. Если времени там еще было много, и, к примеру, копает у вас он сутки, да, 24 часа, то есть половина времени это 12 часов. А вы зашли, у вас там им осталось копать там 14 часов. Вы применили множитель, применили ускоритель, у вас останется 2 часа им копать. Не нужно выждать эти 2 часа, потому что баф действует полчаса, и если вы, к примеру, не успеете в этот промежуток получасовой отправить войска с плитки домой, то вы просто его впустую потратите. То есть алгоритм, еще раз, множитель, бонус сбора, и тут же нажимаем кнопку домой.
То есть отзываем сразу же из плитки, чтобы получить очки. Но это я еще, когда буду дальше прокачивать этот, показывать все равно там, потому что нужно будет собирать все это дело. Вот. Ну, как бы помочь пока вот это науку. То есть нужен институт 8 уровня, прокачка науки глава провинции. Для ее прокачки нужны вот эти вот медали. Эти медали падают с монстров. За первое убийство монстра, к примеру, 4 уровня монстра, да, вы его убиваете, за его убийство вы получаете определенное количество этих, и шанс еще бывает, что вы там по одному выбьете с него медали. Там, к примеру, убили 5 уровня, там в первый, получили за него там 20 медалей. Убили 6-го, первый, который у вас там, за него получили там еще сколько-то. Вот. Набивается с мобов, забирается с сундуков мощнейшей провинции, падают во втором, в третьем и в следующих сундуках, в первом не падают. Личная гонка вооружений. Так. Не падает, да? Да. То есть вот отборочные, убийство монстров. Также еще их можно менять за жетоны. Есть магазин жетонов в наградах. Самое выгодное покупать за вот эти геройские жетоны, которые получаете с сундуков личной гонки и мощи. Вот эти вот. Самое выгодное, потому что, к примеру, 250 мы за 100 жетонов получаем. Здесь мы получаем 50 за 15. То есть, грубо говоря, сколько там? 200 штук это уже 60. Еще 32. Это уже 300. То есть за 90 вы уже получаете 300. Еще 15, то есть за 105 вы получаете 350, а не 250. И вообще вот со всеми вот этими вот штуками самое выгодное покупать самое дешевое. Те же фрагменты героев. Нам нужно, к примеру, чтобы собрать его 200 фрагментов. То есть получается самое выгодное это, да, это долго. Еще можно обновлять 5 раз в день, за каждое обновление по 200 кристаллов. Ну, когда кристаллов будет много самоцветов, можно менять. Да, особенно очень много медалей. Вот этих накоплено, и нужно очень много медалей. Вот все способы получения этих медалей для того, чтобы прокачивать мощь, чтобы получать больше очков в мощи провинции. Ну, все, видео получилось и так длинноватое. Дальше уже пойдем по другим заданиям. И еще смотрите всегда личную гонку и подстраивайте под нее. К примеру, вот у нас подготовить войска. Смотрите, чтобы личная гонка была тоже подготовить войска. И ускоряйте, создавайте. Потому что, к примеру, вот вы набьете, да, 3 миллиона 26. Точно такое же количество, без всяких бафов, без всякой прокачанной науки, вы столько же очков получите и сюда. Вот. Единственная разница, что здесь в личной гонке в 2 раза меньше нужно очков, чем в
в самой провинции. То есть каждый час меняется. Есть расписание в интернете, его найти несложно. Прям так и вводите расписание личной гонки вооружений Race of Empires и найдете. Ну, все. Дальше не буду разглагольствовать, помочь. Если какие-то будут вопросы и какие-то непонятки, я дополнять все равно буду, потому что все равно, когда будет записываться видео, там, к примеру, в ту же войну СВС, там, когда будем летать в другие штаты, воевать, показывать все это буду. Так, главное, следите вот за этим и за этим. Про личные гонки я расскажу в отдельном видео.